Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить сумку для кукол. Выкраиваем детали подкладки, середины, боковин и ручек. Припуски на швы добавляем только там, где они обозначены пунктиром на выкройке. Для начала займемся подкладкой. Для нее я взяла атласную ткань. На изнаночной стороне сшиваем между собой боковины по типу коробочки. Поступаем так со всеми 4 ребрами. Если нужно, уменьшаем припуски на швы. Загибаем верхние припуски по большим сторонам. Можно также закрепить их парой капель клея. После этого, найдя центр, пришиваем маленький кусочек липучки, или, как я, одну из частей кнопки. Пришиваем на лицевую сторону, отступив пару миллиметров от верхнего края. Для удобства подкладку можно вывернуть. Вторую часть пришиваем на противоположную сторону. Главное точно совместить части застежки, чтобы не было перекосов. И не забываем загнуть оставшиеся припуски. Теперь внешняя часть. Берем центральную деталь. Обратите внимание, что припуски у нее есть только сверху и снизу. У меня это плотный мебельный кожзам, но если ваша ткань нуждается в обработке краев, то сделайте прибавления и по бокам. Детали боковин у меня из более мягкого кожзама, и эти припуски играют уже другую роль. Подкладываем боковину под центральную часть, и именно по боковым припускам будем прокладывать шов. Вторую боковину пришиваем с другой стороны. Далее пришиваем нижние припуски боковых частей к центральной части. Для удобства их положение можно закрепить капелькой клея. Затем сшиваем оставшиеся края. Чтобы сумочка не скруглялась и не заваливалась, можно вклеить на дно полоску картона по размеру. У меня это 3,5 на 1 сантиметр. Подклеиваем верхние края. Теперь займемся ручками. Отрезаю 4 кусочка 3 мм на 1 см. Если будете делать лямку через плечо, то понадобится еще 2 штучки. Складываем шлёвки пополам. Фиксируем клеем только самые краешки.
И сажаем их на желаемые места, прихватив клеем, просто чтобы они не сползали. Теперь спокойно пришиваем шлепки парой стежков. Следите за тем, чтобы сам сгиб оставался нетронутым. Делаем так же и с другой стороны. Вывернутую на изнаночную сторону подкладку вкладываем внутрь сумочки. И теперь сшиваем их между собой по верхнему краю. Чтобы сделать имитацию строчки с обеих сторон, я прошью простым швом вперед иголка в одну сторону, а после в обратную сторону, делая стежки в шахматном порядке. Прошиваем так по всей окружности. Теперь берем деталь ручки и срезаем уголки на концах. Затем проклеиваем самый краешек и загибаем наизнанку примерно на полсантиметра. Проверяем, чтобы в сгиб проходила средняя игла. Далее склеиваем полоску пополам вдоль. При желании ее также можно прошить. Делаем так и вторую ручку. Берем соединительное колечко для украшений или сгибаем свое из проволоки. Раскрываем и просовываем его под сгиб края ручки и шлёвки. И закрываем колечко. Также и с другой стороны. С помощью украшений для ногтей можно добавить деталей. Например, имитировать гвоздики, приклеив бульонки. И добавить какой-нибудь элемент по центру. А также я сделаю кисточку. Берем полоску бумаги или картона шириной 1,5 см. Небольшую нить подходящего цвета кладем вдоль, а другую нить просто наматываем поперек до нужной толщины. Теперь верхнюю нить завязываем на пару тугих узлов, а с противоположного края разрезаем намотку. И складываем весь этот моточек пополам. Другой нитью делаем 5-7 обмоток сверху. Завязываем узлы и подравниваем концы кисточки. В нее можно просто продеть колечко или вставить вот такой держатель для кулона. Цепляем кисть на сумочку. И вот такая стильная и элегантная сумочка у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft.
Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!